Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и на повестке дня у нас опять наши вот эти бэушные водопроводные гибкие шланги для подводки воды к умывальнику там и бойлерам, различным приспособлениям. Как я уже в прошлых видео рассказывал, мы будем использовать, конечно же, шланги, которые изготовлены из хорошего металла. То есть это нержавеющая сталь. Определить очень просто, она очень хорошо колется, она не окисляется, она не покрывается налетом. Ну, в предыдущих видео я рассказывал, чем они отличаются. Есть очень много видов. То, что ломается и вообще не жесткое, нам не подходит. Нам нужны вот такие хорошие шланги, качественные. Естественно, мы разбираем шланг, просто режем его, снимаем оплетку. Нам нужна непосредственно оплеточка. Да. От оплеточки мы отрезаем кусочки длиной приблизительно 4 сантиметра. Сразу скажу, что режется очень плохо. В прошлый раз я даже резал ее болгаркой. Да. Вот ножницы. Ножницы по совету комментаторов я заточил. Да. И вот смотрите, продемонстрирую. Они ее все-таки режут. Да. Но я вам скажу, что режут они ее все равно очень тяжело. Да. В то время как дешманский шланг разрезается сразу. Это можно потихонечку, все-таки по ниточке так резать. Дело в том, что, как говорят, нержавейка, мне написали, она не твердая, она вязкая. На самом деле она и твердая, и вязкая. Да? Вот. Именно эти ее свойства нам и понадобятся для наших новых щеточек. А делать мы будем щеточки для либо микродрели, либо гравировальные машины. Тот, кто работал с гровером, очень часто сталкивается с такой ситуацией, что вроде как бы щеток и все в продаже хватает, но когда начинаешь работать, они очень-очень быстро расходуются. И, естественно, вот возникла идея изготовления самодельных щеток. Как вы видите, у меня на столе уже лежат шайбы. У всех в хозяйстве, я думаю, у любого, как говорится, нормального мужика этого всего добра хватает. Ну, я вот уже отобрал предварительно в стороночку. Что нам понадобится? Нам понадобятся вытяжные заклепки, шайбочки, вот отрезанный кусок оплетки шланга. Так. Мы будем использовать вытяжную заклепку 4,8. Следовательно, нам понадобится шайба, которая под этот примерно диаметр. Можно пятерочку взять. Шайбочка восьмерочка. Ну и можно шестерочку использовать. Вот, будем использовать 3 шайбы для нашей щетки. Кусок 4 сантиметра оплетки и вытяжную заклепку. Почему 4,8? Объясняю. Устроена заклепка так, показываю, что у нее вот здесь, когда вытягивается, немножко есть зауженное такое пространство, которое потом обламывается. Но у заклепки 4,8 сам штырь примерно 2,8-3 мм, что подходит и для дрели, и для гровера. Поэтому вполне, он очень подкаленный немножко такой, и надежно работает, мы можем вполне использовать его. Как мы будем все это делать? Вот этот отрезанный кусочек мы немножко один конец расправляем. Просовываем в шайбочку М8, примерно посередине, мы ее располагаем. И аккуратненько, чтобы пальцы, конечно, наши не повредить, начинаем это все вот так вот вокруг разминать. Да? Что нам дает это? У нас ни одна, как говорится, ниточка, это проволочка не вылезет. Вот такой мы получаем замечательный, красивый кружочек. Да? Что мы теперь делаем? Теперь нам надо его закрепить на основании. Берем заклепку. Это 4,8 на 16. Ну, вы уже, если будете изготавливать, можете там разнообразно использовать, как вам нравится. Сначала мы на него насаживаем шайбочку, которая будет ровненько по нему. Можно пятерочку. Потом вставляем вот это вот дело и накрываем. Ну, у меня 6 увеличенная шайба. В принципе, можно даже 4, опять эту четверочку использовать. Первоначально можно просто вот даже руками ее придержать. Берем заклепочник, вставляем и начинаем это все потихонечку вытягивать. Все, заклепочка у нас подтянулась и уже немножечко
расправилась. Продолжаем. Опять вставляем, держим, вытягиваем. Все. Как только внешняя шайба начнет закрепляться, дальше мы ничего не тянем. Дальше нам уже понадобится еще одно приспособление. Мы берем какие-нибудь струбцину или микротесочки. И нам надо вот эту вот шайбочку немножечко стянуть. Для чего это делается? Потому что если мы ее не стянем, то наша заклепочка просто-напросто не закрепит центральную шайбу. И щетка у нас во время работы будет проворачиваться. Не знаю, как у меня сейчас получится. Вот. И мы ее сейчас еще дотягиваем, но аккуратненько, чтобы она у нас не вырвала заклепку. Все, заклепочник убираем, раскручиваем. И вуаля! У нас получилась вот такая вот замечательная щеточка из нержавейки, которая, в принципе, все прекрасно чистит. Сейчас мы ее попробуем что-то. Я их уже делал. Вот здесь еще одна. Я ими уже работал. Сейчас покажем, как они работают. Берем дело и сейчас продемонстрируем. Ну вот, для примера взяли вот такую вот пластиночку металлическую, немножко подржавевшую. Да. Берем дрель. Ну, гровер машины у меня нет. К сожалению, у дрели количество оборотов в 10 раз меньше, чем у гровер машины. Но попробуем, в общем-то, что нам сделает дрель. Естественно, гровер машины сделает намного лучше. Поэтому поехали. Ну, я думаю, тут без комментариев, даже на 2800 оборотов, видно ощутимая разница, что щеточка, вот, конечно, на этих оборотах загнулась, да, немножечко. Но, смотрите, с ней вообще ничего не произошло. Она даже не расходовалась, ничего, она нормально себя ведет, нормально работает, имеет место быть. И, что самое интересное, затрат вообще, одна заклепка и буквально пару шайбочек, которые у каждого есть в своем хозяйстве. Поэтому берите на вооружение, и можно этим самым пользоваться, когда у вас нет доступа к магазину. Но в хозяйстве есть шайбочки, есть вот такой вот старый шланг. Да? Вполне можно изготовить достойную щеточку, которая, посмотрите, прекрасно чистит металл. В общем-то, я сам вижу, что он уже как зеркало блестит. И все он прекрасно очищает. Ничего не происходит, поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, кому понравился, обсуждаем, комментируем. До новых встреч, будет много всего еще интересного, нового, оригинального.